Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Мне позвонила дочь, дочь живет в Мексике, сказала: папа, у вас война. Ну, вышел на балкон, нету войны, поехал на работу, и тут над нами, над нашим двором пролетает ракета. Я когда увидел, конечно, первый раз в жизни такое чудо увидел. И метрах 700-800 она попала в какой-то склад, взрыв, нас аж всех подбросило. Ну, вот первый день войны. И поначалу такая нервозность такая была, кто, чего, куда, чего делать, как себя вести, какие шаги, что вообще происходит, и что слышно, что делать. Проснулся, детей и жену в охапку и вывез в другую страну, чтобы обезопасить, конечно, семью в первую очередь. Потом вернулся сюда помогать. В Одессе мы после репрессий, которые происходили у нас в Беларуси, многие белорусы тогда уехали в Украину, потому что здесь нас приняли, здесь нас поняли. Мы уехали сюда спасаться от одного диктаторского режима, и сейчас случилось так, что мы помогаем бороться со вторым. Сейчас, к сожалению, даже, вы знаете, не вспомню уже слово. Но она то ли вот началось, то ли война, она сказала. И все. И вот как-то вот после этого мы не ложились, пожалуй, фактически 2 суток мы фактически не спали. Мы слышим, как работает ПВО. И, слава богу, оно работает, как показывают эти 50 дней войны. Именно потому, что город постоянно находится под обстрелом, вынужден спасать в том числе и шедевры русского искусства от российской агрессии. Конечно, эмоционально это очень тяжело, потому что последний раз музей эвакуировался в 1941 году. У меня дед воевал, партизанил в одесских катакомбах. У них отряд ушел буквально в сентябре месяце. Готовились они с июня. Заходили они в районе зеркальной фабрики на Балковской. И ушло их там человек 40. Потом измены, предательство, война друг с другом. В общем, выжил мой дед один. Он вышел, наверное, за месяца 4 до прихода наших войск советских. И спрятался у бабушки у моей. Жил он там в подполье. Мало того, у нас в доме была комендатура немецкая, и там был под прикрытием фактически. Комендатуру не обыскивал никто, нигде облав не было, ничего. И он там прожил 3 месяца, не выходя никуда. Поэтому, когда у нас война началась, первая мысль, где эти катакомбы? Ну, соответственно, у нас тут целый город подземный есть. Просто никто не знает, только одесситы, которые жили очень давно в центре города, знают, где входы в катакомбы и так далее, где нас не найдут. Как на Одесском риге стояли корабли, а то пришли соседи, незваными пришли, и рвется под тельняшкой, и руки как крюки. Одесский морской котик сжимает кулаки, Одесский морской котик сжимает кулаки. Поначалу все было 24, 25, 27, весь февраль тишина в городе, ни одной машины, никого нету в городе. Выходишь, думаешь, в пустыню попал в какую-то. Я увидел очень взволнованных людей и сказал, что не буду брать деньги, если кто-то придет, чтобы купить круассан. Этим людям могут понадобиться деньги на что-то более важное. Каждый день я делал выпечку, кофе. Ко мне приходили люди, и я им говорил: вам не надо платить. Они хотели дать мне деньги, ведь это украинское сердце. Мы должны заплатить, иначе ты разоришься и уйдешь. Я сказал, что не уйду, найду выход. Главное, что сейчас вам нужна помощь. Я не могу брать ваши деньги в такое время. А потом все так
Выстроилось все как-то, все в голове, все стало понятно и стало полегче, потому что все стало ясно, что и войска наши в порядке в полном, и народ сплотился так очень сильно, прям такое единение произошло, я не ожидал. Стоит зайти на книжный рынок, чтобы послушать джаз с балкона. Особых историй нет, но разве что, если в курсе, тут всем торгуют, полностью всем. Есть, можно купить морепродукты, стиральный порошок, и книги, и валюту. Ну, когда-то еще был, я не знаю, уже Украина была, но принимали тут. Поменять доллары надо было, и тут такая облава была, и попал. Ну, правда, на той книжке. Поэтому у меня ощущения от книжки такие. Что вы сдохли, но вы мне нравитесь, да? Лузі червона калина похилилася, чорна славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. О, море, море, ёбнуло скалы. Муслим Магомедович перевернется еще 2 раза в гробу. Ему не привыкать. Ленин, что-то бахнуло. Сядет в темный автомобиль и умчится куда-то, превращает рабынечку. Искусство помогает нам поднять в себе лучше наши качества, отточить. Вот знаете, это как камертон для ценностей. И когда мы ассоциируем себя с чем-то высшим, с каким-то высшим человеческим качеством, чем-то божественным, можно даже так сказать, то мы находим в себе силы бороться и бороться благородно. Путин в бункере сидит, чемоданчик теребит, то на санкции плюется, то на Байдена хрипит, лишь кнопку закрывает, двери в бункер на засов, и его боеголовка вылезает из трусов. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вылези морду, на безумец как шампур, двухглавого орла, чтобы пяская зараза с тела глобуса сошла. Накануне Пасхи, 23 апреля 2022 года, в Одессе российская ракета попала в многоквартирный дом. В результате погибли 8 человек, в том числе 3-месячная Кира Глодан, ее мама и бабушка. Еще одна погибшая семья совсем скоро ожидала ребенка. Скорей бы мира. Коляска через ступеньку летит по лестнице. Девочку из Одессы назвали Кира. Кире было 3 месяца. В 3 месяца учится держать игрушку, учится переворачиваться на спинку.
Кажется, человек похож на зверушку, на белочку или на свинку. В социологии есть такое понятие, как переотложенные воспоминания. То, что уже произошло, человек склонен считать нормальным, эмоции перегорели, и он уже считает это нормой и приписывает к своим воспоминаниям эту готовность. Ну, по сути, действительно так. А сейчас время пришло немного. Я смотрю, там все уже, все готово. Территориальная оборона это уже служит. Войска на месте стоят. Город быстро организовался. Эти ежики поставили все. Дороги перекрыли. Волонтеры что-то собирают. Там какие-то там помощь всем. Что я подумал, утром пошел записываться в тероборону. Меня выяснили, кто я, что я. Сказали, не, иди, поднимай свой бизнес, запускай. Занимаешься там доставкой воды, доставляй воду. Можешь какую-то пользу принести? Приноси пользу. Ну и все, взяли мне контакты. Я запустил как-то свою организацию, свой завод. Он начал разливать воду. Я начал возить. Наше главное правило – покупайте игрушки на помощь солдатам. А им необходима помощь, чтобы мы победили Россию. Потому что очень-очень гадкий, как там его, Путин хочет нас победить, отобрать у нас все. И поэтому мы ему не дадим это сделать. И именно поэтому мы решили устроить такой бизнес. Это городской рынок еды. Здесь раньше был фудкорт. Сейчас его хозяин Алекс Купер отдал под гуманитарный волонтерский центр. Значит, здесь мы собираем гуманитарные грузы для наших военных. Это еда, одежда, медикаменты, средства гигиены. И в том числе часть вещей и еды идет на 4 центра в Одессе, которые помогают беженцам и просто пенсионерам, и людям, которые остались без доходов. Им выдают продуктовые пайки и одежду. Все предлагают помощь. Все. Литва. Очень много из Литвы. Очень много литовцев здесь прописались, поселились и живут, волонтерят. Кто-то воюет из Литвы. Белорусов очень много. Все помогают. Все помогают. Те белорусы, которые остались в Одессе, мы решили защищать Одессу. Организовали группу 10-20 человек и назвались отряд имени Ильи Литвина. Это первый погибший белорус, который погиб в первые дни войны под Бучей. В Украине уже это больше 2000 белорусов, которые помогают, волонтерят и даже воюют за Украину. Я позвонил во французскую компанию и сказал, что мне нужна помощь. Я в Украине. Пожалуйста, пришлите мне все, что можете. Правда, у меня нет денег, чтобы заплатить вам. Просто пришлите. И мне повезло. Ко мне пришла фура, полная французской выпечки. И я снова все это раздал. Мерси. Одна поездка была такая, которая едешь, и там что-то взрывается вокруг, стрельба идет, прям по Николаеву, тогда шла стрельба, пришлось заезжать в центр Николаева, чтобы выгрузиться, потому что груз мы везли для военных. Первый день, когда они зашли туда колонной, ее там разбили, а потом через 2 дня мы уже поняли, снабжение идет только через Одессу, и поехали все в Николаев, потому что Николаев – наш рубеж. Добрий ранок, ми з України. Доброго дня, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Но юмор по всей Украине, я просто поражен, ну сколько все это, сколько всего про Лукашенко наделали этих мемов этих всяких там. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции
не был нанесен превентивный удар по позициям. Цыгане, тракторные войска, которые танки воруют. Ну это же жутко смешно. Хотя вот знаете, вот в Фейсбуке какая-то женщина написала: а что вы смеетесь, на дворе война, вот двойник. Так что война? Ну и смеяться нельзя. Может и песни, музыку тогда отменить, если война. Нет, нет, наоборот. Когда уже в душе ничего не остается, когда уже совсем пусто, только юмор и может помочь и сберечь нас. Вот как-то вот он поможет выжить. Закончили они веселье, и где-то в 7 утра выводит этот хозяин квартиры, выводит этих проституток, они все в таких в каблуках, яркие. И они все цок-цок, поэтому французский маленький дворик, раза в 3 меньше, чем это. И все соседи на улицу, он их провел, возвращаются, они говорят: Леша, кто это? Говорит: энергосбыт. Нас проверяют, нет ли левых подключений. Говорит, тут же возросло потребление электричества на счетчиках, тут же все переделали. Но это из таких реальных историй, это то, что было такое вот, это мои приятели веселились. Ну или пройтись по Дерибасовской, где тебе нельзя фотографировать. Что нельзя, не ясно, но нельзя, тоже хорошо. Ежики везде. Ну и народ улыбается. Граффити встречаются, и наши с вами коты обязательно очень. Что приятно, белорус поучаствовал в создании всех этих граффити. Помимо уличного искусства, вот этих патриотических котов, украинские художники и в Одессе, и в украинских городах, и в вынужденной эмиграции активно сейчас работают. Я просто поражаюсь. Ну, в общем, это всегда бывает. Война не только эмоциональный всплеск, не только тот импульс, который заставляет двигаться все общество, но и мощный толчок для развития искусства. К сожалению, с высокой ценой. Здесь очень много баннеров, которые говорят про Одессу, маму. Ну, это действительно так. Здесь немного по-другому относятся к войне. Ну, с юмором, но я так смотрю, как народ собран вокруг. Ну, тех, с кем я общаюсь, все собраны, настроены только на победу. Только на победу и до последнего. Ты очень серьезно выглядишь. Старые присказки на новый лад, когда вот в таком же дворике выдвигается на балкончик мальчик, Семочка, начинает играть на скрипочке. Играет, естественно, Семочка играет не очень хорошо. И тут выдвигается на соседний балкон тетя Сара, которая начинает на весь двор орать. У нас что, во дворе появились снова русские? Тетя Сара, какие русские? Окститесь, уже. Тогда почему Семочка так нас не любит? Конечно, в этой истории, да, в изначальном варианте наверняка были немцы, я в этом уверен, поэтому история наверняка года это к 45-го. Но как раз к немцам у нас теперь относятся хорошо. И я знаю, что после войны, после нашей победы, вернее, после нашей победы, мои дети, мои внуки будут жить в хорошей, свободной стране. И у меня мечта просто. У меня внучка есть, внука нет. Сейчас надеюсь, что еще будет внук. И вот после победы я мечтаю, когда он уже подрастет, взять его за руку, отвезти на лонжерон и подергать с ним бычка нашего черноморского. Вот это вот моя такая мечта. Конечно, для нас цель основная – это вернуться на родину, безусловно. Поэтому для начала нужно держать здесь победу. Это часть этой общей войны, потому что наша страна уже захвачена Лукашенко и его псами. Поэтому мы сейчас поможем здесь и очень надеемся, да, вернуться на родину и освободить нашу страну. Война многому научила. Украинцы воюют как львы. Они любят свою страну. Я знаю, что мы победим. Слава Украина! Чтобы все мы хором, когда победили, сказали «Слава Украине!».
А одесские музыканты уже сочиняют песни о том, куда именно нужно было идти русскому кораблю. И я уверен, что буквально через несколько дней появится песня о том, что корабль дошел. Причем, возможно, дошел не один. Корабль,